Всем привет, друзья! Сегодня я покажу, как можно использовать старую ненужную куртку. У меня есть вот такая укороченная куртка размера S из хлопковой плащевой ткани с утеплителем примерно грамм 100-150 на метр. Начнем с того, что разрежем куртку по швам и отделим плащевую ткань и утеплитель. Сначала я отрезаю рукава по плащевой ткани. Затем отделяю подклад рукава от подклада куртки. Итак, рукав мы отделили. Срезаем манжету куртки. И разрезаем рукав по шву, по плащевой ткани и по подкладке. В моем случае утеплитель был простеган с подкладом. Чаще всего утеплитель простегивают с плащевой тканью, с верхом куртки. Поэтому я буду отделять, распарывать утеплитель от подклада. В вашем случае, если будет простегано с плащевой ткани, будете отделять от верха куртки, отпарывать, ничего страшного. Итак, я отделила утеплитель от подклада. Получились детали: плащевая ткань рукава и утеплитель от рукава. Подкладку использовать я не буду. И далее таким же образом разрежем и распорим все детали куртки. Вот что у меня получилось. Далее я проглаживаю все детали верха куртки. Готово. Я отделила утеплитель и отгладила детали куртки. Это два рукава, воротник, детали полочек и спинка. Далее необходимо разрезать детали из плащевой ткани на полоски по 5 см максимально возможной длины. Готово. И также полосками по 5 см шириной мы разрежем все детали утеплителя. Далее сошьем все полоски из плащевой ткани между собой в длину. Готово, и у меня получилась одна очень длинная полоска 17 метров длиной. Далее прикладываем утеплитель к изнаночной стороне нашей полоски из плащевой ткани, сгибаем по 1 сантиметру от края, а затем складываем вдвое и прошиваем примерно на 2 мм от края.
Когда полоска утеплителя заканчивается, просто прикладываем следующую полоску и шьем дальше. Готово. И вот что получилось: 17 метров полоски, набитой утеплителем. Далее я разрезала одну большую полоску на отрезке по 60 сантиметров. Итак, готово. У меня получилась вот такая гора полосок, 27 штук. Думаю, многие догадались, что это у нас будет коврик. И далее раскладываем эти полоски в любом порядке, чтобы нравилось вам и чтобы было гармонично. Теперь сошьем все эти полоски между собой на швейной машинке с помощью строчки зигзаг. Прикладываем следующую полоску и обратите внимание, чтобы шов полосок был в одну и ту же сторону. Чтобы коврик был ровным и не перекошенным, я каждую следующую полоску перед тем, как пришить, прикалываю на столе в нескольких местах булавками и далее шью, ориентируясь на эти метки. Готово. Вот что получилось. И далее нам необходимо выровнять края нашего коврика и срезать лишнее. Я подготовила две полоски ткани шириной также 5 сантиметров. Ими мы будем окантовывать край коврика. Для этого притачиваем на машинке на ширину 1 сантиметр от края эти полоски. Затем нам нужно перевернуть их на другую сторону, расправить, оставить концы длиной 3-4 сантиметра
И вот таким образом подогнуть и закрыть край нашего коврика. И отстрочить на 1 мм от края. Итак, наш коврик из старой ненужной куртки полностью готов. Посмотрите, какой симпатичный и оригинальный коврик получился. Он очень плотный, крепкий и приятный на ощупь. У меня уже есть один коврик, выполненный точно в такой же технике. Сшила я его 2 года назад из обрезков от шитья верхней одежды. Этот коврик лежит у меня в ванной. Посмотрите, насколько он прочный, на вид совсем не испортился. Очень-очень классная техника пошива ковра. А этот коврик мы положили у кровати дочки. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения и до новых встреч!